Приказом Верховного Главнокомандующего номер 20 от 1 мая 1945 года Ленинград назван городом-героем в числе 4 первых. И это вполне справедливо, ведь именно его оборона стала примером невиданной стойкости и мужества, внесла огромный вклад в общую победу советского народа. Военная блокада города Ленинграда немецко-финскими войсками и их союзниками продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она растянулась на целых 872 дня. Одним из главных факторов, позволивших продержаться городу и не сдаться врагу, стало наличие артиллерии судов Балтийского флота, который на тот момент еще базировался в Кронштадте и насчитывал 475 пушек калибром от 120 до 310 мм. Осенью 1941 года немцы едва не уничтожили весь Балтийский флот и чуть было не устроили Советскому Союзу свой Пёрл-Харбор. А помешал этому, как ни странно, 19-летний красноармеец Григорий Гельфенштейн, который спас Кронштадт от неименуемого разгрома. Григория призвали в 1940 году, когда его, окончившего среднюю школу, отправили учиться на старшего оператора станции дальнего радиолокационного обнаружения самолетов в город Баку. Первый прототип этой станции под названием РУС-2 в том же году одобрили и тщательно засекретили. В марте 1941 после окончания курсов молодого специалиста аттестовали и направили служить на РЛС «Редут-3» в пригород Ленинграда. В те времена новая станция могла засечь самолеты противника на расстоянии 210-220 километров, а до этого, со времен Первой мировой, использовали только примитивные акустические локаторы. Ранним утром 21 сентября 1941 года красноармеец Григорий Гельфенштейн заступил на дежурство. Радиолокационная станция находилась на Ораниенбаумском пятачке и имела прямую связь с командованием ПВО Балтийского флота и ПВО Ленинградской военно-морской базы. В 9:50 Григорий обнаружил, что на расстоянии 200 километров со стороны Новгорода к Ленинграду приближаются 9 группами около 200 самолетов врага. В районе Гатчины к ним присоединилось еще 50 самолетов. Неожиданно они разделились на 3 равные по численности группы, и одна полетела на запад, не к Ленинграду, а остальные направились к Финскому заливу. Григорий понял, что гитлеровцы задумали уничтожить Кронштадт, тем самым ликвидировав артиллерию флота. Счет шел на секунды. Как старший оператор он приказал помощнику срочно передать шифровку по всем имеющимся каналам связи. Но услышал, как по ту сторону провода адресаты лениво получают информацию, явно не осознавая опасность. На то были основания, ведь РЛС «Редут-3» настолько засекретили, что о них не знали даже на флоте. Тут Гельфенштейн вырвал трубку из рук помощника и начал передавать информацию прямым текстом, что было категорически запрещено инструкцией, за что грозил трибунал. «На вас летят 250 бомбардировщиков. Срочно объявляйте тревогу. Через 12-15 минут они уже будут над Кронштадтом». Через мгновение над городом-крепостью завыли сирены. В чем же заключалась уникальность действий красноармейца Гельфенштейна? Казалось бы, в чем смысл подвига? Дело в том, что обнаружить самолеты с помощью станции «Редут-3» было крайне непросто. Первые РЛС являлись сложным и громоздким устройством, так как круглые индикаторы, на которых возникают точки самолета, тогда отсутствовали. Картинка на дисплее была сродни кардиограмме, только расшифровать ее было значительно труднее. Оператору приходилось вычислять координаты каждого самолета, направление движения и число целей, исследуя частоту пульсирующих всплесков. Разгадать данный ребус могли единицы. В печально известном Пёрл-Харборе находилось похожее устройство, но операторы атаку японских самолетов проспали. В итоге все закончилось разгромом флота США. В этом случае ликвидировать Балтийский флот немцам не удалось. К счастью, фактор внезапности не сработал, а помешал тому Гельфенштейн, который умел и любил разгадывать ребусы радиолокационной станции «Редут-3». Над Кронштадтом немцев встретили стеной огня сотен зенитных орудий.
Но все равно сражение Балтийского флота и гитлеровской авиации было крайне тяжелым и происходило 3 суток с 21 по 23 сентября. Именно тогда был потоплен лидер Минск и полностью обездвижен линкор «Марат», у которого оторвало нос в результате попадания бомбы в пороховой погреб. Кроме того, гитлеровцы потопили еще пару небольших кораблей и одну подводную лодку. Григорий дежурил все эти дни и продолжал предупреждать штаб о новых налетах. По его расчетам, юнкерсы сбросили на Кронштадт и Финский залив около 1000 тонн бомб, что в 2,5 раза больше, чем прилетело от японцев на Пёрл-Харбор. В итоге потери немцев составили 25 самолетов, около сотни самолетов были повреждены, и гитлеровское командование перебросило остатки от этой армады на московское направление. Балтийский флот сохранил свою мощь. Вечером 23 сентября на пост радиолокационной станции прибыл командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Филиппович Трибуц, вызвал к себе оператора и расцеловал, сказав при этом: «Ты хоть понимаешь, что сделал? Ты спас флот, Кронштадт и Ленинград. Ничего, поймешь, когда получишь звезду героя». Обещанную звезду героя Георгию не дали. Но воин не расстроился, ведь главное, что он спас целый город, многих людей и корабли. После Великой Отечественной войны Григорий Ильич Гельфенштейн окончил Ленинградский политехнический институт, всю жизнь занимался радиолокацией. На его счету свыше 20 изобретений в данной области науки. Вот так незаметный подвиг простого солдата помог спасти Ленинград и сыграть важную роль в истории Великой Отечественной войны. Как считают многие специалисты, если бы Ленинград пал, то и столицу вряд ли бы отстояли. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!